Друзья, всем привет! Наконец-то выбрался из города. Хочу съездить на рыбалочку. Погода сегодня просто замечательная. Солнце, правда, морозец был с утра минус 20, поэтому пришлось подождать пару часов. Ой, пока выйдет солнышко и немного потеплеет. Но не особо теплеет, где-то минус 18. Но ничего. Взял палатку. Попробуем порыбачить. Вещи для рыбалки забросил прямо в салон, потому как багажник замерз. Дверь пассажирская тоже замерзла. Это при том, что я вчера поставил буржуйку в гараж и пытался отогреть машину, потому что до этого, за день до этого, до морозов, был дождь. Шел сильный дождь, буквально ливень. И было минус 2, и потом опустилось до минус 5 градусов. Вся дорога во льду, все машины во льду, а у меня еще и барахлит печка. И поэтому я никак ее не мог оттопить, а такая погода продлилась, наверное, больше суток. У меня в общей сложности было местами по 3 сантиметра льда. Я просто не мог прогрызть ничем. Все вот эти вот чистилки, лопатки ломаются на морозе. Кое-как пробил я такую амбразуру. И вот так по приборам ехать мне сюда до поселка из города больше 65 километров. Я созвонился с Юрой. Ему тоже не особо захотелось идти по такому морозу, поэтому решили подождать пару часиков, пока выйдет солнышко. В общем, встретимся уже на льду. Я думал, может быть, съездим с Юрой на мотоцикле к рыболовной хижине, но погодка внесла коррективы. Все подъемы заледенели таким толстым слоем льда, голый лед, на который заехать просто нереально, наверное, ни на какой технике, кроме как специальной, там, с шипами или с цепями. В общем, будем ловить рыбку здесь. Основная задача сегодня позагорать на солнышке, покормить вот этих вот красавчиков. Отстаньте, ребят. Ай. Видите, что делают попрошайки местные. И такие видно, что хозяйские, да, не велосипеды, не худые. Да, холодно им, конечно, сейчас сложно. Тащить. Двойной лед, наверное, будет. По-моему, вот это отличное место. Будем рядом или чуть-чуть все-таки? Ну, конечно, рядом. А что, ну, чтобы подошла плотва, чтобы вместе были, палатки рядом поставим, я думаю. Странно, такие большие морозы, а лед не такой уж и большой нарос. Просто бур плохенько сверлит. Или у меня уже сил нет. Ой, прилипает.
Палатки, конечно, какой бы мороз не был, если вот такое солнышко, просто моментально тепло, руки согрелись. Даже пар не идет. Я не знаю, сколько здесь градусов, интересно. Термометр поставить. Наверное, градусов 5-10 плюс. Лунки перестают мерзнуть. Поклевка, что ли? Что-то шевелится. Да, сразу поклевка. Только опустил. Я думал, показалось. Интересно, кто это? Скорее всего, окунь. Нет, плотвичка. Отличная плотвичка. Плотвичка подошла. А это значит, что нужно сразу же бросить еще немного прикормки, чтобы стайка не отходила. Было все время облако пыли. Прикормка сыпучая. Я не добавлял ни мотыля, ни гороха разваренного. Просто сыпучка. И вот неплохо, быстро собрала рыбку. Да, получается, удачно я стал прямо на то место, где я раньше ловил плотву. Это что-то совсем малюсенькое. Опять что-то совсем маленькое. Я думаю, если более крупная подойдет, то мелкую она прогонит. Странно только, что такая мелочь клюет. Раньше такого не наблюдалось. Но это ничего, если крупная станет на точку, то мелкую она отгонит. Вау. Вот это удачно. Упала коробочка с мотылем, открытая, но на лету закрылась. И ни один не просыпался. Обычно все наоборот бывает. Приятное начало ловли. На новом месте. Буквально первый раз, можно сказать, на рыбалке. И поклевки радуют своей регулярностью. Фу-фу-фу. Сейчас, по-моему, наверное, самая маленькая из всех, что клюнула. Вообще не ощущается. Такая же. На количестве мотылей обычно это не влияет, размер рыбы. Может и крупная рыба, килограммовая плотва, клюнуть на одного мотылечка. А на десяток мотылей может клюнуть маленькая вот такая рыбка. И порой на одного мотылика клюют зачетные экземпляры. Потому что, возможно, он как-то более естественный для него, для рыбы. Редко, наверное, в природе бывает, чтобы 10 мотылей скопились на каком-то одном, ну, вы поняли, короче, рядом, вместе. Я думаю, что максимум 2. Снова мелочевка. Надо продолжать кормить, чтобы более крупная увидела прикормку. Есть. Наверное, стоит немного подождать. Надоело мне такую мелочь дергать. Вторую удочку точно незачем разматывать, потому что невозможно будет успевать на 2. Попью чайку. Попробую, может быть, в более высоких слоях, может быть, держится крупная рыбка. А вдруг?
Нет, в толще воды клевать совсем не хочет. Сама повесилась рыбка, не успела опуститься, слышу, уже бьется на леске. О, ну вот этот раз уже такой размерчик более приятный. Не очень крупная, но уже и не откровенная мелочь. Снова мелочь. Пойду спрошу, что там у Юры. Такая же ситуация или нет. Ку-ку. Что у вас тут рыба есть? Да, я только ее назад запускаю. У меня такая же фигня. Всю назад. Вот смотри. Ага, Я не да. успеваю опускать, Да. она клюет, и я ее назад. Я думал, у Я меня её только назад. такое. Нет. Вот она, смотри. Да я я уже не понял. знаю, с десяток назад, наверное, кинул. Вон, видишь? Угу. Я думаю, кошки я ставлю по одной. Я Это думаю, вообще. узнать, что только у меня такой жор. Ну это вообще. Крупняк. Ладно, будем ждать. Надо Так. кормить, сыпать, чтобы крупная подходила. Не, у меня попалось две нормальные. Где нормально. Ну ты пораньше сел так, чуть-чуть. Я не спешил. Вот, ну просто вот, вот. И сразу только успеваю, только опускаю, сразу поклевка. Только. Ну это, оно Ну, видно. я, что- если честно, не помню такого, чтобы мелочь тут была. Да, я тоже не помню. Ну вот смотри. Да что, я у себя такое же видел. Такое же, ну это вообще кошмар. Так, проверим. Может, у меня уже крупная, а мелочь туда ушла на Юру на прикормку. Отвалилась снова, маленькая была. Не та рыба, за которой я сюда пришел. Найк такую даже не будет пробовать. Еще подкормим. Чтоб крупняк издалека увидел. Попробую еще разок, если снова будет мелочь. Выйду немного, прогуляюсь, посмотрю в округе, что и как у людей. Везде такая ситуация, или может где-то леща ловят. Леща мне особо и нет интереса. Хочется плотвички, но желательно покрупнее. Да, пойду прогуляюсь. Поинтересовался у ближайших рыбачков, как обстоят дела. Те, кто сидят на плотву, такая же ситуация, как и у нас с Юрой. А те, кто на лещах, так там вообще по нолям. Так что у нас еще и неплохо. И хочу сказать, что по поводу того, что редко сейчас выходят видео на моем канале.
Пока подробностей как бы не будет. Просто мне сейчас необходимо переехать в город. Какое-то время я буду жить там. А сюда постараюсь наведываться на выходные. Вот как сегодня. Точнее, вчера я приехал, но, как уже говорил, вчера там оттапливал машину. Было не до того, чтобы сходить туда к домику. Да и такие морозы серьезные. Ночью до 30 обещают. Давно я не помню такого. В общем, постараюсь на следующих выходных приехать, сходить туда к хижине рыболова. Вот. Так что всем спасибо, кто переживает, пишет. Все в порядке, я жив, практически полностью здоров. Вот. Скоро видео будут регулярными, я надеюсь. Да, на улице пальчики отморозить очень быстро можно. Ну, хоть немного крупнее. А это уже вроде нормально. Да, клев, конечно, даже и мысли нет размотать еще одну удочку. Что, продолжает ловиться такая мелочевка. Очень редко попадаются рыбки покрупнее. Я уже беру несколько и мелких, потому что надежды уже мало, что наловлю более серьезную рыбку. А найку нужно тоже покушать. Ему это на один зубок. Солнце начинает прятаться за тучи, становится холодно, поэтому скорее всего буду уже собираться. Сейчас последнюю рыбку. Если тут не будет огромная плотва или лещ, то собираюсь домой. Мимо. Да, снова мелочевка. Все, собираю удочку. Вот такая вот. Солнце прячется, и сразу все начинает замерзать. Лунки, поплавок, леска. Ну и руки, конечно. Бутерброды так и не открыл. Собачки побежали туда к основной толпе рыбаков. Хотел их угостить одним бутербродиком, но они убежали. Друзья, я собрался. Подмерз немного. Буду топать в сторону дома. Сейчас попрощаюсь с Юрой. Да, хотел, кстати, вам сообщить и попросить. Вы в комментариях немного Юру пытаетесь напрячь по поводу того, что он там что-то не так делает, что-то не так обустраивает. Он делает специально только свою сторону, чтобы я мог потом дальше уже сделать на свой вкус и цвет, так сказать. Вот. А он утепляет, чтобы не холодно. Сейчас у него есть возможность посещать землянку, наш домик этот. А у меня сейчас другие планы, у меня сейчас есть другие дела. Я сейчас буду жить в городе какое-то время. В общем, не переживайте, скоро все наладится. И мы будем продолжать и строительство, и совместные рыбалки. Да. Пока так что, надеюсь, даже многие пишут, все-таки нам придется крышу переделывать, я думаю, немножко. Придется. Конечно, основную, придется. да. Но мы ее сделали так, потому что это было максимально просто и быстро на данный момент, чтобы была возможность сейчас какие-то посещения. Ну да. делать. Иначе там бы невозможно было вообще туда приезжать.
А какие-то там глобальные эти с кучей там стропил, привезенных, готовых и так далее. Ну, это не наш метод. Мы пока так. Это может быть когда-нибудь летом, уже весной. Короче, все, Леш, давай пока. Давай. Давай. Ни хвоста, ни чешуи. Я побежал. Все. До следующих выходных. Лёш. Давай, всем пока. Ну все, друзья, на этом с вами прощаюсь. Всем здоровья, мира и добра. Увидимся в следующих видео. Пока-пока.